Осенний лес дышал прохладой и сыростью. Раннее утро едва пробивалось сквозь густые кроны старых деревьев, окрашивая все вокруг в блеклые серо-зеленые тона. Туман стелился по земле, цепляясь за жухлую траву и корни. В этой глуши, вдали от цивилизации, раздавались тихие размеренные шаги. Двое мужчин, Джо и его напарник, пробирались сквозь чащу. На них был камуфляж, в руках охотничьи ружья. Они вышли на охоту, готовые выслеживать дичь, подчиняясь древнему инстинкту хищника. Но этот день приготовил для них совсем другой сценарий, который навсегда изменил их представление о лесе и о самих себе. Они двигались в сторону старого болота, гиблого места, которое местные обходили стороной. Земля здесь становилась все более зыбкой, под ногами хлюпала грязная жижа. Внезапно тишину леса нарушил странный звук. Это не было обычным шорохом ветра или криком птицы. Это был тяжелый, прерывистый вздох, полный отчаяния и изнеможения, сопровождаемый глухими всплесками грязи. Охотники замерли. Переглянувшись, они медленно, стараясь не шуметь, двинулись на звук. Раздвинув высокие заросли осоки на краю болотной топи, они остановились как вкопанные. Перед ними открылась картина, от которой сжалось сердце даже у бывалых мужчин. В самом центре глубокой грязевой ямы, увязнув по самую грудь, сидел величественный благородный олень. Его огромные ветвистые рога, бывшие некогда символом гордости и силы, теперь казались непосильной ношей, тянущей его вниз. Животное было полностью покрыто темной, липкой жижей. Было видно, что олень провел здесь уже не 1 час, а, возможно, и всю ночь. Он отчаянно пытался выбраться, но каждое движение лишь глубже погружало его в смертельную ловушку. Вокруг него все было перерыто, трава вырвана с корнем, следы долгой и безуспешной борьбы за жизнь. В этот момент в головах мужчин что-то переломилось. Они были охотниками, они пришли сюда, возможно, именно за такой добычей. Но видеть это сильное, гордое существо беспомощным, медленно умирающим в грязи было невыносимо. Инстинкт преследования мгновенно уступил место человеческому состраданию. Не произнося ни слова, мужчины опустили свои ружья на сухую траву у дерева. Оружие, призванное отбирать жизнь, теперь было бесполезно. Они приняли решение, они должны его спасти. Но принять решение было легче, чем осуществить его. Спасение взрослого оленя, вес которого мог превышать 200 килограммов, в условиях зыбкого болота – задача смертельно опасная. Мужчины подошли ближе к краю трясины. Олень, заметив приближение человека, своего главного врага, мгновенно отреагировал. В его глазах, затуманенных усталостью, вспыхнул дикий страх и ярость обреченного. Он не понимал, что ему хотят помочь. Для него это были хищники, пришедшие за легкой добычей. Джо попытался подойти сбоку, протягивая руки, чтобы оценить, насколько глубоко застряли ноги животного. «Тише, парень, тише, мы здесь, чтобы помочь», — негромко говорил он, пытаясь успокоить зверя звуком своего голоса. Но олень, собрав последние силы, резко рванулся вперед. Он взмахнул головой, и его острые, как пики, рога рассекли воздух в считанных сантиметрах от лица мужчины. «Джо, берегись, смотри за его рогами!» — крикнул напарник, оттаскивая товарища назад. Олень тяжело задышал, его тело дрожало от холода и перенапряжения. Мужчины отступили на шаг, чтобы дать животному успокоиться и подумать над планом действий. Было очевидно, что голыми руками вытащить такую махину, которая к тому же активно сопротивляется, невозможно. Грязь держала крепко, создавая эффект вакуума, и с каждым рывком олень терял драгоценные силы. Оставлять его было нельзя. Мужчины заметили, что зверя уже начинает бить крупная дрожь. Переохлаждение могло убить его быстрее, чем само болото. К тому же странно, что лесные хищники еще не добрались до беззащитной жертвы. Время играло против них.
Охотники начали лихорадочно искать выход. В какой-то момент, понимая всю сложность ситуации, они даже задумались о том, чтобы вызвать помощь. Джо в панике обернулся к другу. «Я даже не знаю, какой здесь номер для экстренных служб. 911 сработает в этой глуши». Но они понимали, что пока спасатели найдут это затерянное болото, будет слишком поздно. Нужно было действовать самим прямо сейчас. У них не было профессионального оборудования, но охотничий опыт и смекалка пришли на помощь. Обыскав свои рюкзаки, они нашли прочный силовой кабель или толстый шнур, который использовали для хозяйственных нужд в лагере. Это был их единственный шанс. План был опасным. Нужно было набросить петлю на рога оленя, чтобы использовать их как рычаг и вытянуть голову и переднюю часть туловища из жижи, дав животному опору. Джо взял шнур и, осторожно ступая по топкому краю, снова приблизился к оленю. Животное снова занервничало, дико вращая глазами. С первой попытки набросить петлю не удалось, олень мотал головой, отгоняя людей. Но со второй попытки, проявив терпение и точность, охотникам удалось зафиксировать кабель вокруг основания его мощных рогов. «Ну давай, приятель, помоги себе сам!» — закричал Джо, хватаясь за другой конец провода. Мужчины уперлись ногами в относительно твердую почву и потянули. Напряжение было колоссальным. Кабель врезался в ладони даже сквозь перчатки, причиняя жгучую боль. Олень, почувствовав натяжение, сначала начал сопротивляться и дергаться назад, рискуя уйти в грязь с головой. «О нет, только не назад! Вперед, парень, давай же!» Тяжело дыша, кричал напарник Джо. Мужчины вкладывали всю свою силу в каждый сантиметр кабеля. Это была битва на изнурение. Они тянули, кричали от напряжения, их лица покраснели, а мышцы горели. Олень, кажется, начал понимать, что неведомая сила тянет его вверх, к спасению. Он начал помогать, изо всех сил перебирая передними ногами, пытаясь нащупать опору под слоем жидкой грязи. Прошло около 20 минут непрерывной изматывающей борьбы. Сантиметр за сантиметром грязная жижа нехотя отпускала свою жертву. Передняя часть тела оленя, наконец, показалась над поверхностью. Но радоваться было рано. Задние ноги все еще оставались глубоко в тине, зажатые вековым илом и корнями болотных растений. Олень снова обессиленно замер, тяжело вздыхая. Мужчины тоже были на пределе сил. «Ну давай, еще немного, задние ноги почти вышли, там под ними бревно, упрись в него!» Подбадривал Джо животное, хотя сам едва держался на ногах. Они сделали еще один мощный рывок, собрав остатки воли. Кабель натянулся до звона. Олень издал трубный хриплый звук и сделал мощное усилие задними конечностями. И вот на исходе 45 минут непрерывной боли, пота и страха болото окончательно сдалось. С громким чавкающим звуком задние ноги оленя высвободились из плена. Животное буквально вывалилось на топкий, но все же более твердый берег, заросший травой. В этот момент мужчины отпустили кабель и отскочили назад. Олень был свободен, но битва еще не была окончена. Оказавшись на свободе, дикий зверь мог повести себя непредсказуемо. Олень лежал на боку, тяжело дыша. Его бока ходили ходуном, а с шерсти стекала черная грязь. Кабель все еще был намотан на его рогах. Джо, понимая, что оставлять животное со шнуром нельзя, осторожно приблизился, чтобы снять его. Олень резко вскинул голову. Острый отросток рога прошел по ноге Джо, оставив глубокий ушиб и порвав штанину. Мужчина вскрикнул и отпрянул, но кабель, к счастью, соскользнул сам. Олень несколько секунд сидел, приходя в себя и оценивая обстановку. Перед ним стояли двое уставших грязных людей. В его взгляде уже не было той ярости, скорее глубокое удивление и шок. Затем, повинуясь зову природы, он неуклюже поднялся на свои длинные дрожащие ноги.
Сделав несколько неверных шагов, проверяя, слушаются ли его конечности, гордый обитатель леса обернулся на своих спасителей. Это мгновение тишины показалось вечностью. Олень посмотрел на людей, словно беззвучно благодаря их за подаренную вторую жизнь, а затем сорвался с места. Он побежал вглубь леса, скрываясь среди деревьев, свободный и живой. Охотники остались стоять на краю болота. Они выглядели изможденными, одежда была покрыта грязью с ног до головы, руки горели от синяков и ссадин, оставленных жестким кабелем. Джо потер ушибленную ногу, куда пришелся удар рога. «Hands are all bruised from that cord. I'm sore. I took a jab right in the leg from his antler». Руки все в синяках от этого шнура. Все болит. Получил удар прямо в ногу его рогом. Устало произнес он, но на его лице появилась широкая искренняя улыбка. «But he's free, and you'll live». Но он свободен и будет жить. Они посмотрели на свои ружья, лежащие в стороне. Охота была окончена, так и не начавшись. Но ни один из них не чувствовал разочарования. В этот день они не принесли домой трофеев, но они уносили с собой нечто гораздо более ценное — спасенную жизнь и чистую совесть. Они вошли в этот лес как охотники, а вышли из него как настоящие герои, доказав, что человечность и сострадание способны победить любые разрушительные инстинкты.